Рулон туалетной бумаги хорошо продавливаем рукой, чтобы втулка отсоединилась от общей бумаги. Вытягиваем втулку и внутренний край бумаги. Теперь можно использовать как салфетки. А если сшить вот такой симпатичный мешочек, видео на его пошив есть на канале, то можно и не отличить от покупных салфеток. Кукурузные хлопья хорошо использовать не только на завтрак, но и как очень вкусную хрустящую панировку. Измельчаем в блендере хлопья и обжариваем в них котлеты, крылья или наггетсы. Такая панировка будет самой хрустящей. Хорошо давим и мнем лимон. Теперь зубочисткой проделываем в лимоне отверстие. Легким нажатием на лимон выдавливаем лимонный сок. Он идеально подходит для заправки витаминного салата. Как разбить яйцо, чтобы ни один кусочек шкарлупы не попал в тарелку? Просто бросаем яйцо в тарелку. Шкарлупа разбивается на крупные куски, которые легко изъять из тарелки. Еще один способ быстрой наточки ножа. Нож можно наточить об выступающую часть дна керамической посуды. Надолго такой заточки не хватит, но как экстренный метод подойдет. Чтобы не портить здоровье покупными чипсами, давайте приготовим снеки сами. Очищаем картофель, отвариваем его и тщательно разминаем. Добавляем соль, растительное масло и муку. Точный рецепт вы найдете под видео. Перемешиваем. Раскатываем тесто. Вырезаем небольшие кружочки. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим туда снеки на 15 минут. Снеки получаются полые внутри. После нарезания лука руки очень пахнут, но если вы спешите в общественное место и не хотите привлекать внимание луковым запахом, можно воспользоваться простым лайфхаком. Помойте руки вместе с ломтиком лимона, и вы избавитесь от неприятного запаха лука на руках. Нужно поменять батарейку, а в наличии только батарейка меньшего размера? Не беда, нам поможет небольшой шарик из пищевой фольги. Кладем шарик между батарейкой и контактом. Все работает, и в магазин спешить не нужно.